Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в новое видео. Сегодня будет влог с нашей дачи. У нас в Подмосковье наконец-то 15 ноября выпал долгожданный снег. Конечно же, дети очень рады. Сразу появилось какое-то другое предновогоднее настроение. И мы решили потихоньку, можно сказать, в честь этого события украшать наш загородный дом к Новому году. Так что сегодня предлагаю вам посмотреть, как это было, присоединиться ко мне. Всем желаю приятного просмотра. Конечно же, первым делом мы решили поставить елку. Вот такая она у нас старенькая. Эту елку мы покупали аж в 2014 году. То есть ей уже 11 лет. Но, знаете, были мысли приобрести новую елку уже, наверное, последние пару лет. Я все хочу купить новую елку, и дети мне говорят: нет, мама, с этой елкой связано столько приятных воспоминаний. В общем, не дают мне приобрести новую елку. Конечно, сейчас елки продаются гораздо красивее, такие литые. Но в целом наша елочка, как мне кажется, когда ее нарядишь, тоже неплохо смотрится. Она высотой около 1 метра 70 сантиметров. Могу немного ошибаться. В принципе, для нашей дачи можно было приобрести повыше елочку. Здесь потолки позволяют. У нас в самом высоком месте 3,7 метра. Как бы вроде бы место есть, ну вот посмотрим, может быть, когда-то я все-таки куплю новую елку, ну а пока ставим старенькую. Она состоит из 3 ярусов. Скорее всего, под видео будут комментарии, зачем мы так рано в середине ноября ставим елку. Кто-то ставит елку буквально там числа 27-28 декабря. Я кратенько поясню. Дело в том, что мы в загородном доме нашем не живем постоянно. Постоянно мы живем в квартире, а сюда приезжаем на выходные, на каникулы, на праздники. И вы знаете, я подумала, если суммировать все те выходные дни перед Новым годом, что мы здесь будем, то есть примерно, наверное, дней 10-12, то получится, что как будто мы поставили елку 20 декабря. То есть если отнять эти 12 дней от 31 декабря в обратную сторону, надеюсь, понятно я объясняю. И на самом деле очень хотелось уже какого-то предновогоднего настроения, потому что лично меня, когда вот начинается у нас такая пасмурная осень, вот эта серость, туманность, сырость как-то немного угнетает, хочется уже как-то поднять себе настроение. Когда в доме елочка, много огоньков, сразу настроение другое. Первым делом мы, когда в дом приезжаем, мы, естественно, включаем елку, и как будто бы в доме стало уютнее. И, конечно, когда я предложила поставить елку, то есть от меня эта инициатива исходила, дети прям сразу поддержали, они такие: да, мама, давай. После того, как мы поставили елочку, я сразу детей предупредила, что сейчас буду наматывать гирлянду. У нас вот такая гирлянда длиной 100 метров на бобине. Цвет лампочек у нас холодный, хотя, знаете, лучше, наверное, покупать нейтральный цвет, но вот так получилось у меня. Основа у гирлянды — это такая зеленая проволока. Мне очень нравится, что эта зеленая проволока не выделяется. Прям, мне кажется, идеальный вариант покупать в цвет елочки, то есть там не прозрачную, не черную, а вот именно зеленую. И 100 метров длины вполне достаточно для, как я уже сказала, 1,70 м высоты нашей елочки. Я старалась обматывать каждую веточку, но все-таки некоторые пропускала, потому что знала уже, что у меня было такое, я внизу прям очень густо намотала, а сверху не хватило огоньков, поэтому сейчас уже с опытом так стараюсь распределить равномерно. Знаю, что на большие елки приобретают там 200 метров, но это, конечно, очень кропотливый труд. Вот я, наверное, обматывала час. Дети ждали, потому что торопились скорее вешать игрушки. Но все-таки это нужно сделать, чтобы елочка была красивая, так аккуратно все намотать. Потом еще, когда после Нового года будем убирать елку, сматывать обратно на бобину, это тоже целая история. Ну ладно. Тебе шарики на коне. Давай, открывай.
лошадь. Мама лошадь. Пап, смотри, я на маме сижу. Смотри. Ну что, можно лишь? Сейчас она, мне кажется, равномерно получилась. Это, кстати, была суббота вечер. На самом деле мне больше нравится украшать елочку днем там, или начиная с утра, когда на улице еще светло. Дети могут там на улицу бегать в снежки и поиграть. Я включаю себе рождественскую музыку, там, свои любимые рождественские новогодние мелодии. Но вот в этот раз получилось, что приехали в субботу. Мы обычно после воскресной школы детей в субботу приезжаем на дачу. И я говорю, так, давайте, пока есть силы и желание наряжать. И я, вы знаете, ребят, последнее время все стараюсь делать, когда есть желание и вдохновение, потому что часто бывает такое: желание есть, но тебя останавливают какие-то там стереотипы, что, например, елку еще рано ставить, ну и так с любым делом может случиться, да, но мне кажется, нужно вот делать от сердца. Мне действительно захотелось очень в тот день нарядить елку, дети тоже этому обрадовались, и поэтому я уже думаю, не буду ни на какие там предрассудки, рано, не рано, вот когда захотели, тогда поставили. Потом захотела я в сентябре поставить, поставим в сентябре. Конечно, если бы мы ставили елку в квартире, где живем постоянно, я бы сделала это ближе к Новому году, там в последних числах декабря. И мне кажется, что если бы я рано поставила в квартире, у нас елка бы не дожила до Нового года, потому что дети бегают, там машинки в нее врезают, катаются на больших машинах, тоже в нее врезаются. Ну, я по прошлым годам сужу, а здесь мы все равно приезжаем, можно сказать, на сутки на выходных, поэтому она не будет так страдать, и просто будет нам на выходных такая радость. Я что-то так прослушала, что я вам наболтала, знаете, такое ощущение, как будто бы я оправдываюсь перед своими зрителями за то, что я так рано поставила елку. Ладно, пишите, ребят, в комментариях, когда вы обычно ставите елку. Будет интересно почитать. Один шарик. Можно я тоже? Мам, можно я тоже? Что это было? Все что-то мимо, Родь. Мимо что-то все. А, ну ладно. Зачем ты рот открываешь? Этот снег нельзя есть. Родь, ты хочешь, чтобы в лоб тебе прилетело? Знаешь, как грабли стреляют? Я знаю. Держись.
Я возвращаюсь к делам в доме. У нас есть вот такая напольная вешалка, и мне сегодня нужно переорганизовать нижнюю ее часть. Как вы видите, там уже стоит одна новая коробка, еще 2 запакованных. Хочу, чтобы все было красиво на этой вешалке. Я так периодически ее переорганизовываю. У нас на даче нет какого-то шкафа большого или шкафа-купе. У нас есть только комод в спальне, еще один комод в гостевой спальне. Поэтому вот такая напольная вешалка, в принципе, нас устраивает такое хранение. Все видно, все на виду. Я приобрела вот такие 3 больших серых коробки с крышкой. У них размеры 44 на 30 и высота 29 сантиметров. Они очень вместительные. Изначально вообще, ребят, я их приобретала к нам в квартиру, в гардеробную комнату, но мне там по размеру они немного не подошли, оказались высоковатыми, и я их на маркетплейсе заказывала по такой приятной цене, там в районе 320 рублей, что я просто не смогла от них отказаться. Думаю, нет, оставлю и приспособлю на даче под хранение. У них верхнее покрытие текстильное, такой, знаете, под лен, но в то же время внутри достаточно прочный каркас, скорее всего, там картон плотный. В общем, понравились мне коробки, плюс я очень люблю серый цвет. И у меня в одной коробке, которая уже там стоит, она, можно сказать, полностью забита комплектами постельного белья. До этого у меня постельное белье было в разных ящиках комода, как-то так неудобно. Сейчас, мне кажется, так отлично, что в одном месте оно будет храниться. В другую коробку я сложу наши елочные игрушки, когда будем елочку собирать. Ну, а в третью коробку по-любому найдется, что сложить. Всегда на даче много каких-то вещей, и мест для организации не всегда хватает. До этого у меня стояли здесь картонные коробки, такие разношерстные, конечно, это не очень красиво, но тем не менее картонным коробкам, по крайней мере вот этой средней коробке, я найду применение в нашей котельной, потому что тоже там еще не до конца все организовано. Сегодня тоже вместе с вами будем этим заниматься. Я еще нашла здесь новогодний венок на дверь, который 6 лет назад, как сейчас помню, в 2019 году делала сама. Даже видео у меня на канале есть. Венок своими руками. Там по себестоимости он получился не больше 300 рублей. Был у меня такой опыт. Но он, знаете, из-за того, что всю зиму у меня провисел на даче, он как-то выцвел. Игрушки немного поистрепались, там что-то отклеилось. В общем, не знаю, стоит ли мне его оставлять или нет. И еще я здесь пока все перебирала, нашла несколько серебристых украшений как раз для нашей елочки. Не знаю, дети, может быть, подумали, что это не елочное украшение, но пошла тоже их повесила. Но они на самом деле так вставляются между веточек и, мне кажется, прям украшают елку. Еще там сердечко одно большое. По цветовой гамме как раз все подходит. Вообще, как вы видите, у нас елочка получилась в таких зелено-бело-розовых тонах. Гостиная у нас в светлом цвете морской волны, но вот как раз, мне кажется, елочка подходит по оттенкам. Еще хотела вам показать, в каких уютных тапочках я на даче хожу. Они на самом деле не новые, и летом я их практически не надеваю, но вот зимой, мне кажется, самое то надеть на ноги такие тапочки теплые и заниматься какими-то домашними делами. Сегодня навести, насколько это возможно, порядок в нашей котельной. Вот так она выглядит. Ничего заранее не прибирала. Показываю вам, как есть. Тут очень много накопилось коробок каких-то. Это у меня тут муж занимается электрикой. Купил новые светильники на улицу. И делает все постепенно. Поэтому часть коробок так и останется стоять. Здесь я вам рассказывала, когда переорганизовывала свою гардеробную комнату. Из нашей гардеробной, из квартиры, я привезла
привезла вот такие пластиковые контейнеры и очень удобно в них организовала разные вещи, все подписала, например, электрика, все подписала, да, ну почти все. Лампочки, розетки, батарейки, водопровод, в общем, насколько возможно вот так вот все организовала, но все равно здесь постоянно образуется какой-то хаос. Давно я здесь не прибирала, наверное, ждала, что буду для вас снимать. И дальше вот так вот мы выходим из нашей котельной, и вот здесь у нас, как это правильно назвать, тамбур, то есть входная дверь, и вот тоже здесь ничего не убирала, надо коврик вытряхнуть, пропылесосить. Здесь вообще стоит коробка на сжигание, это я коплю здесь бумагу, какие-то ненужные документы. В общем, тоже, по сути, эта коробка должна отсюда уйти. Здесь что-то сушится после прогулки. В общем, сейчас буду наводить порядок. Вот этот контейнер, кстати, тоже привезла из квартиры. И в него хочу что-то сложить. Наша котельная, мне кажется, постоянно наполняется какими-то новыми и новыми вещами для хозяйственных нужд, какими-то инструментами. Наверное, из-за этого я не хочу в доме делать шкаф, потому что знаю, если будет большой шкаф, то и он тоже обрастет вещами. И вот напишите мне, пожалуйста, почему у мужчин так работает мозг, что им все нужно. Они не любят что-то расхламлять. Если что-то спрашиваешь у них, там, а это нужно, может быть, избавимся. Нет, все пригодится. Знаете, еще у мужчин так работает мозг, если что-то не на виду, а что-то по-любому не на виду, оно где-то запрятано в каких-то коробках, в каких-то контейнерах, где-то там в глубине. И мужчины просто едут и покупают что-то новое. Вот я просто наблюдаю за своим мужем, там, за папой, за братом. Все мужчины в этом плане мыслят примерно одинаково, и мне кажется, у кого там есть гаражи или какие-то мастерские, это, наверное, вообще Нарния, там, если начать копаться, столько всего интересного найдешь. И вот у нас в доме и в квартире тоже расхламлением занимаюсь только я. Иногда я привлекаю к этому Родиона, но это если там его детскую, например, разбираю, да, вот я смотрю, у него вроде бы, ну, как у меня есть, да, он любит там от старого избавляться, от чего-то сломанного, но в целом занимаюсь этим только я, и когда уже там в котельную невозможно зайти, меня прям начинает уже это раздражать, я становлюсь нервная, злая, мне хочется побыстрее освободить пространство. И сейчас моя задача была вот сделать так, чтобы хотя бы в котельную можно было спокойно заходить, чтобы все было разложено по контейнерам, потому что очень много мелких вещей. Вот эти большие икеевские пластиковые контейнеры переехали из нашей гардеробной. На самом деле хорошо, что я их сюда привезла, они прям очень пригодились. Один контейнер большой встал у меня слева, я как раз какие-то мелкие, в общем, бутылочки все сложила туда, плюс еще какие-то вещи. И второй контейнер у меня встал на деревянный стеллаж. Кстати, вот этот деревянный стеллаж прям классный. Мы его покупали в Леруа Мерлен. Сюда хорошо друг на дружку встали контейнеры тоже, кстати, они из гардеробной. И вот такой у меня получился результат. В принципе, мне очень нравится. Самое главное, что можно сейчас сюда зайти, все на виду, протерла здесь все. И справа там у меня стоят коробки друг на дружке. Это стоят новые светильники. Со временем это все тоже уйдет, когда муж уже до конца доделает электричество. Здесь, кстати, стоит у нас электрический обогреватель. Ему, наверное, лет 10-11. Спрашивала у мужа, может быть, стоит его продать, потому что мы его не включаем уже последние годы. Но нет, муж, конечно же, сказал, оставь, все пригодится. И вот так немного у меня оказалось в котельной ненужных вещей, какие-то коробки, они отправятся в макулатуру, поедут в экосборку. Еще у меня тут дренаж для цветов, потому что пересадкой растений тоже занимаюсь. Так что я очень рада, что сегодня навела порядок в котельной. И я вам как-то в одном из видео рассказывала, что я в течение недели в квартире коплю бумагу, какие-то бумажки ненужные, чтобы потом все это экологично утилизировать на даче. Но, как правило, немного у меня накапливается. Я вот в такие пакеты из-под Макдональдса все складываю. Друзья, на этом буду заканчивать свое видео. Если оно вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Как обычно, встречаемся с вами в комментариях. Всегда с удовольствием с вами общаюсь. Также не забывайте заходить в мой телеграм-канал. Ссылочка на него есть всегда внизу в описании под видео. До встречи в новых роликах. Всем пока!